Институт орхидейных девиц. Выпускной бал. Итоги 2023 года. Топ-10. Все эти 10 выпускниц Института благородных девиц канала «Классика орхидейного жанра» родились у меня дома. И вопреки расхожему мнению, я не ждала их цветения годами. Все они зацвели в срок от 3 до 10 месяцев после их появления на свет. 10 удивительных историй появления на свет новых орхидей в одном видео на канале «Классика орхидейного жанра». От рождения до цветения. Привет, друзья! Каждая из этих новоявленных орхидей была выращена с нуля, с меристемы на цветоносе или на стволе орхидеи. И каждая из этих маленьких орхидей посвящено одно или несколько отдельных видео на канале. И если вы не знакомы со всеми этими историями и не смотрели эти видео, для вашего удобства я объединила их в отдельный плейлист. Этот плейлист так и называется «Институт орхидейных девиц». Ссылку на этот плейлист для его изучения долгими зимними вечерами я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Каждая из этих малышек выращивалась без применения химии и химически синтезированных препаратов, только натуральные, природные и экологически чистые средства. Открывает наш топ-10 детка фаленопсиса Нарбонна, которая появилась на свет на цветоносе материнского растения. Появилась самостоятельно, в ее появлении я не принимала никакого участия абсолютно. А вот в ее взрослении и быстром цветении я принимала самое активное участие. Для того, чтобы маленькая орхидея активнее наращивала собственную корневую систему, я прикрепила маленький стаканчик с мхом к цветоносу материнского растения. Почувствовав влажную среду, орхидея сразу же начала активно развивать корневую систему и спустя всего 3 месяца после появления выпустила первый цветонос. Не следует торопиться и отделять детку с цветоноса материнского растения слишком рано. Нужно позволить ей процвести на материнском растении один или несколько раз. Особенно если развитие и цветение детки никоим образом не сказывается на благополучном развитии материнского растения. Детка фаленопсиса Нарбонна процвела на материнском растении дважды. В первый раз на 1, а во второй раз на 3 цветка. Именно на примере этой детки я показывала вам во всех подробностях формирование корневой системы нового растения и как эта корневая система формирует гнездо. Отделяла от материнского растения эту малышку я тоже вместе с вами, и об этом есть отдельное видео на канале. На момент отделения маленькая орхидея снова формировала цветонос. Ни отделение орхидеи, ни посадка ее в новый незнакомый субстрат никоим образом не сказались на предстоящем цветении. Орхидея продолжила формировать цветонос. В первом самостоятельном цветении у новой молодой орхидеи открылось 6 великолепно ярких цветов. Этот сорт относится к активно и охотно цветущим, и маленькая Нарбонна цвела и зимой, и летом. Признаться честно, я уже сбилась с подсчета количества этих цветений. Зимой и летом цветения разные, как по яркости, так и по количеству цветоносов. Маленькая Нарбонна сильно не увеличивается в размерах, ее длина вместе с цветоносами не превышает 30 сантиметров. Появление следующей детки на пне после деления орхидеи я ждала 1 год и 3 месяца. И, наверное, ждала бы еще, если бы не его величество случай. Пока верхушка разделенного фаленопсиса благополучно цвела, его нижняя часть никак не хотела давать детку. Залив орхидею по самые нижние листья, я забыла ее в светлом теплом месте, задвинув за другую орхидею на 2 недели. Увидев через 2 недели пенек орхидеи, замоченный в воде, я была уверена, что потеряла этот пенек, но увидела вот это чудо, рожденное под водой. По факту рождения мы прозвали детку фаленопсиса фронтера ихтиандрой.
На ихтиандре, как и на ее подружке Октябрине, я испробовала весь спектр целебных настоев и суккулентов для быстрого выращивания орхидей. Ихтиандра росла на глазах. День ото дня она становилась больше и краше. Микрополив с помощью настоев целебных суккулентных растений сделал свое дело. Появившись на свет в конце сентября, летом следующего года ихтиандра расцвела. Первое цветение всего на 3 цветочка, но каких? Очень ярких и крупных для такого маленького растения. И эта детка оказалась совершенно непритязательной и соглашалась цвести и зимой, и летом. Последний лист пенька материнского растения покинул маленькую фронтеру только ко второму цветению, которое случилось зимой того же года. Летом маленькая фронтера тоже цвела, но ее цветение я покажу вам чуть позже, вместе с другой малышкой. Сейчас маленькая ихтиандра снова готовится к цветению, у нее 6 полноценных листьев и новый цветонос. На 8-м месте вполне запланированная детка на пне фаленопсиса Summer Breath или летнее дыхание. Для появления этой детки, пень, о происхождении которого я совершенно ничего не знала, я замачивала в воде. Детка на пне, в дальнейшем названная Октябриной, получилась в результате спланированного эксперимента. Первые 2 месяца малышка совершенно не хотела расти, и я лечила ее настоем листьев толстянки. После проведенного лечения малышка начала развиваться невероятно быстрыми темпами, настолько быстрыми, что пришлось разрезать бутылку для роста нового листа. Родившись в октябре, к лету следующего года Октябрина тоже зацвела. Она и сейчас распускает гроздь цветов очередного цветения. Эта история детки на пне неизвестного происхождения заслуживает еще одного отдельного видео, и я обязательно его сделаю. Как и почему Октябрина оказалась в открытой системе посадки в пустом стеклянном стакане? Как сказывается на новых орхидеях эхо из прошлого? Детка Red Rose Splash появилась у основания глубоко больной орхидеи. Пожалуй, на этой орхидее был применен весь арсенал природных средств по борьбе с болезнями, и ничего материнскому растению не помогало. Я не могла позволить себе потерять новорожденную детку, и поэтому искала все новые и новые средства по борьбе с болезнями. Для лечения я использовала настой полыни лекарственной или божьего дерева. Но окончательно мне удалось победить болезнь только с помощью настойки маньчжурского ореха. Детка фаленопсиса Red Rose Splash зацвела в течение первых 5 месяцев после появления на свет. И это было невероятно яркое, но чрезвычайно тревожное для меня цветение всего на 2 листьях. Но малышка не подвела. Еще во время цветения она выпустила 3-й полноценный лист. За 3-м листом последовал еще 1 цветонос, и малышка процвела великолепно красивым летним цветением. Этот сорт относится к долгоцветущим, и распустившись в начале лета, цветы держались на орхидее до конца осени. Сейчас у малышки Red Rose Splash растет 4-й листик, и хорошо видны цветоносы от 2 предыдущих цветений. Несмотря на зимний, самый холодный и самый темный период года, у орхидеи растет новый лист и прекрасно активно развивается корневая система. Первой в своей номинации на безлистном и сухом пне орхидеи выросла детка фаленопсиса Келлион. Ее мы прозвали Келли. Безлистный отрезок ствола орхидеи образовался после омоложения орхидеи у моей YouTube-подруги из города Артем Приморского края Натальи Сытовой. Пенек должен был отправиться в мусорное ведро, но я уговорила Наталью оставить его и привезти мне. В кратчайшие сроки с помощью настоя листьев подорожника на безлистном пне образовалась чудесная детка.
В летний период на юго-восточном открытом балконе детка росла не по дням, а по часам. В профилактических целях применялся метод 5 капель в центр розетки орхидеи. В данном случае я применяла сок толстянки. Появившись весной одного года, детка фаленопсиса Келлион зацвела зимой следующего года. У 4 маленьких листиков появился длинный и красивый цветонос с 5 великолепными крупными цветами. И об этом тоже есть отдельное видео на канале об экспресс-методе выращивания орхидей с нуля. Будучи 10-месячной деткой, Келли со своим цветением вполне вписалась в компанию более взрослых и красиво цветущих орхидей. Несмотря на все предостережения, еще во время цветения Келли продолжила наращивать листовую массу и выпустила 5-й долгожданный лист. Все делая одновременно, она пробудила почку на ранее цветшем цветоносе и зацвела летним цветением. Не прекращая летнего цветения, Келлион выпускает 6-й лист, и все одновременно. Параллельно с отращиванием нового листа малышка Келли растит сразу 2 новых зимних цветоноса. И это какая-то невероятная тяга к жизни и цветению. Вот так тоскливо и сиротливо выглядел безлистный пень фаленопсиса Яра Брайт. Тот же процесс омоложения орхидеи в городе Артем и такой же безлистный пень, который должен был отправиться в мусорное ведро. Я не позволила этому случиться и попросила сохранить этот обрезок ствола орхидеи. Теперь я уже даже не сомневалась в успехе и в короткий срок получила новую детку на обрезке ствола орхидеи. Правильные условия содержания и физиологичный уход делают свое дело. Детки развиваются быстро, буквально на глазах, и очень быстро зацветают. И сейчас начнутся, пожалуй, самые красивые кадры 2023 года, где наши выпускницы будут дефилировать вместе. Детка фаленопсиса Яра Брайт, которую мы ласково называем Ярушкой, зацвела 4 великолепными крупными цветами всего на 2 листьях. Я не мешаю маленьким орхидеям цвести, я помогаю им в этом. Орхидеи взамен благодарят меня своим круглогодичным и летним, и зимним цветением. Вот этих 2 чудесных и красиво цветущих орхидей могло бы не быть, если бы 10 месяцев назад обрезки стволов их материнских растений были бы отправлены в мусорное ведро. Не выбрасывайте обрезки стволов орхидеи, ведь каждый из них может быть потенциальным источником жизни новой орхидеи. За лето Яра отрастила еще 1 лист и параллельно зацвела снова на 3 цветка. Еще вчера я снимала эту малышку в бутонах нового зимнего цветения, а сегодня с утра увидела вот это. Сюрприз! Зимнее цветение, как водится в моих условиях, всегда более нежное. И в ближайшие месяцы я буду любоваться новым цветением фаленопсиса Яра Брайт. Безлистному обрезку ствола этой орхидеи и вовсе не повезло. Его я безжалостно топила под водой, целиком, всего. Я ее топлю, а она растет. Я еще топлю, а она растет еще активнее. Именно эта детка фаленопсиса Чиа Е Йен Лин, была главной героиней заплывов под водой прошлого 2022 года. Правда ли, что орхидеи боятся воды, как огня? И мои орхидеи, и орхидеи зрителей и подписчиков канала «Классика орхидейного жанра» опровергают это. Чего действительно боятся орхидеи, так это неправильных условий содержания и антифизиологичного ухода. Они боятся темных, сырых и холодных помещений и недостатка воды.
Полученная в спартанских подводных условиях, детка фаленопсиса воспитывалась в ровно таких же условиях, с постоянным применением воды. В качестве эксперимента я не просто опрыскивала маленькую орхидею, а буквально заливала ее водой. Всю. Мои орхидеи, включая малышей, не осведомлены о том, что орхидеи, оказывается, боятся воды, как огня, и благодарят меня за такой уход своим цветением буквально с пеленок. В первом цветении маленькая орхидея процвела всего на 2 цветка, а во втором уже на 3. И все это в течение 1 года. Ну а к концу текущего года она меня и вовсе сразила наповал. Вырастив очередной лист, малышка принялась растить новый цветонос. Да не откуда-то, а из центра розетки. Часто зрители переживают о таких орхидеях, развивающихся нестандартным путем. Что будет дальше с этой малышкой? Об этом мы узнаем из будущих видео на канале. Следующая детка-выпускница появилась на цветоносе фаленопсиса Gold Staff Fortune или Золотой посох фортуны. Именно из-за быстрого или даже стремительного развития этой детки меня прозвали ведьмой, а ее – ведьминской деткой. А все потому, что с момента появления этой детки и до момента цветения прошло всего 3,5 месяца. И эту детку я буквально топила в настое листьев каланхоя. Об этом тоже есть 2 видео на канале. Я ее топлю, учусь заниматься подводным плаванием, а она растет. Каждый день после купания я находила у маленькой орхидеи что-то новое. То новый лист, то новый корень, а то и новый цветонос. Для того, чтобы не истощать материнское растение, которое тоже собиралось цвести, я решила помочь детке правильно сформировать корневую систему. И показывала вам это. Снова разрезанный пластиковый стаканчик, наполненный мхом на цветонос материнского растения. Метод апробированный и прекрасно работающий. Через какое-то время я сняла пластиковый стакан и показала вам новую корневую систему орхидеи. Пожалуй, это было самое быстрое зацветание орхидеи с момента ее появления на цветоносе и до момента полного распуска. И вот 2 яркие выпускницы этого года в одном кадре – детки фаленопсисов Чиа Е Йен Лин и Red Rose Splash. Малышка Чиа в зимнем цветении процвела тоже на 3 цветка, но не остановилась на достигнутом. Летом я замотала корневую систему маленькой орхидеи в живой мох и выставила под дождь на открытый балкон. Ощутив себя в родной среде, маленькая орхидея снова выпустила цветонос. Вот он, посмотрите, с другой стороны от уже цветшего зимой. Мох зеленел, лист рос, цветонос не отставал. В летнем цветении количество бутонов увеличилось, и вместо 3 зимних летом распустилось 5 ярких летних цветов. Одновременно с цветениями корни орхидеи привыкают жить в субстрате. И в дальнейшем для отделения маленькой орхидеи потребуется всего лишь отрезать цветонос материнского растения. Корневая система маленькой орхидеи к этому времени уже будет готова к автономному существованию. Появлению на свет вот этой детки на нижней части фаленопсиса Magic Art на канале уделялось не так много времени. Тем не менее, отдельное видео по этой теме тоже есть. Эту детку я выращивала с помощью сока и настоя из листьев подорожника. Эта детка развивалась медленнее и выпустила цветонос позже других выпускниц. И вот почему. Со времен самой первой посадки нижняя часть фаленопсиса осталась посаженной в керамзит. И только сверху на керамзит был уложен живой мох, в котором и проросли растения-симбионты.
Цветонос у детки фаленопсиса Magic Art все-таки появился в конце 2023 года, поэтому я включила эту детку в список выпускниц. Но цветение этой малышки мы увидим в будущем, 2024 году. И завершает список выпускниц 2023 года детка фаленопсиса «Вечернее платье». Эту детку и малышкой-то назвать сложно. Второй лист вырос сразу, длиной около 10 сантиметров. Нижняя часть этой орхидеи, на которой и выросла детка, тоже образовалась в результате деления взрослой орхидеи. Именно такие детки на безлистных пнях орхидей динамичнее всего развиваются, на мой взгляд. Быстро развиваются и также быстро зацветают. О развитии и цветении этой малышки тоже есть полное отдельное видео. И именно ее название как нельзя лучше подходит к завершающим аккордам выпускного бала – «Вечернее платье». Посмотрите на эти кадры и убедитесь сами, как все познается в сравнении. На этих кадрах мы видим 3 малышей этого выпускного бала – Red Rose Splash, Chia Yeyen Lin и вечернее платье. Посмотрите на их размеры. Малышку Чиа практически не видно за сокурсницами, такая она крохотная. Вот такие выпускницы, вот такие конкурсантки. Какая из них понравилась вам больше всего? Напишите об этом в комментариях. А под завершающее дефиле участниц я хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто принял непосредственное участие в онлайн-праздновании моего дня рождения. Мне было необыкновенно приятно. Сегодня, в пятницу 22 декабря, в северном полушарии наступил момент зимнего солнцестояния, а это значит, что зима вошла в свои полные права. Наступил самый темный период года, когда день значительно короче ночи. Загадайте в самую длинную зимнюю ночь самое сокровенное желание, и пусть оно обязательно исполнится. А я всеми своими ведьмовскими чарами буду помогать вам получать истинное наслаждение от цветения своих и ваших орхидей. До встречи на канале! Ведь вы помните, что впереди у нас много интересного.